Осенью и зимой я фактически каждый день, но через день точно делаю различную домашнюю выпечку. Особенно в моей семье любят именно из творога. Здравствуйте, друзья, с вами как всегда Маша, и вы на канале Вкусно, просто и доступно. Сегодня у меня для вас вкусное, но простое приготовление творожная запеканка с яблоками. Это, наверное, один из лучших рецептов. 1 килограмм яблок я очищаю от семян и нарезаю вот таким вот образом. В принципе, можно очистить и шкурку, но я вам скажу, что для меня она здесь точно не лишняя. Нарезаю вот таким вот образом, на раскаленную сковороду добавляю кусочек сливочного масла и отправляю сюда яблоки. Добавлю сок лимона. И сахар. У меня сахар с корицей. Можно взять и сахара, и корицы, можно без корицы. В общем, это уже дело вкуса. И на среднем огне время от времени помешивая, карамелизируем яблоки. Тем временем я подготовлю основу нашей запеканки. Берем творог. Я, как всегда, стараюсь использовать домашний, готовлю его сама. Ссылочку на творог оставлю в описании под этим видео. Добавляю сюда сахар, кукурузный крахмал и желтки. И с помощью блендера перебиваю это все в однородную массу. Видите, какая пастообразная творожная масса в итоге получилась. И вторая часть приготовления творожной массы — это нужно взять белки. Добавляю сюда чуточку соли и взбиваю все до устойчивых пиков. И в творожную массу в 2-3 этапа ввожу белки. Сразу же это тесто становится таким легким и воздушным. Пока я подготавливала творожную массу, яблоки приготовились, начали карамелизироваться. Я выключаю. И смотрите, я запеканку буду выпекать в той же форме на сковороде. Вот у меня есть такая сковорода специальная для запекания. Можно отправить и в разъемную форму. Можно взять форму диаметром поменьше, тогда у вас запеканка будет выше. Но я вам скажу, что вот эта пропорция очень быстро пропекается и получается сочной и нежной. Поверх яблок, они у меня еще горячие, я выкладываю творожную массу и отправляю это все в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут. Если у вас диаметр формы меньше, тогда выпекайте подольше, потому что творожный шар у вас будет выше. Даю минут 20 остыть, и такую творожную запеканку мы все любим еще слегка теплой. Конечно же, на второй день она тоже очень вкусная и сочная, но поверьте, пока она еще тепловатая, это просто наслаждение. Никакие сырники, никакие вареники с творогом и даже торты не заменят такую вкусную и нежнейшую запеканку. Запариваем чаем и наслаждаемся приятным осенним вечером. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вам понравился такой рецептик нежнейшей и очень вкусной запеканки. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик. До новых встреч всегда на канале Вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы, друзья. Пока-пока!